Всем привет! В этом видео я хотел бы рассказать о получении водительских прав в Японии, а именно затронуть моменты, из-за которых многие люди не сдают экзамен практически с первого, второго, даже третьего раза. Эта информация касается практической сдачи экзамена, а именно на площадке, потому что письменный экзамен и подготовка, в общем-то, это ерунда. Больше всего сыпятся именно на практике. По подготовке документов я особо не буду заострять внимание. Я хотел бы сказать о том, что когда вы пойдете на подачу заявления, лучше всего приходить пораньше, потому что количество мест в день прием ограничен, поэтому приходите к открытию. Письменный экзамен довольно простой, как вы, наверное, слышали. Там очень простые вопросы, их будет 10 штук, и, скорее всего, даже на русском, если вы сдаете где-то в крупном городе. На 7 из них нужно ответить правильно. Допускается, получается, 3 ошибки. Вопросы будут из серии: можно ли превышать больше 60 км в час в городе, можно ли пить за рулем, сколько бабулек в день можно сбить, там, что вы будете делать, если луна расколется напополам. Что-то такое. В день, когда вы будете сдавать письменный тест, вас попросят пройти тест на зрение. После этого вас запишут на практический тест. Есть особенность. Если вы сдаете на автомат, то время ожидания примерно 2 месяца. Если вы сдаете на механику, вроде как 1 месяц, потому что значительно меньше людей хотят сдавать на механику. Если вы прям сильно ощущаете, что не можете сдать практический тест, то есть возможность записаться в автошколу именно на практику вождения. Скорее всего, это будет на японском языке, может быть на английском, скорее всего на японском. 1 час вождения в районе что-то там 6000 йен. Но на этом уроке вам полностью, в общем, расскажут все особенности, которые вам понадобятся на сдаче экзамена. Плюс практика. Итак, как я сказал, до практического экзамена у вас будет от месяца до 2. За это время я бы порекомендовал вам подготовиться хорошенько. Вам выдадут вот такую вот книжку, скорее всего такую, что-то наподобие, в которой, в общем, будет правило, как будет проходить экзамен. Там примерно процентов 80 того, что вам понадобится. Вместе с этой книжкой вам дадут и схему площадки. Она может быть как на книжке, так и отдельно на бумажке. В разных местах при сдаче вот эта вот схема, она или будет рандомная, или она будет строго прописана, по которой вы можете подготовиться, запомнить все повороты и какие действия вы будете делать. В день экзамена можно прийти заранее. Это нужно для того, чтобы пройтись пешком по самой площадке экзаменационной. Это разрешается. Вы отметите для себя места перестроения и поворотов. Это довольно хорошо поможет вам. Что помогло именно мне? Я использовал эту схему. Я шел глазами по маршруту, по которому мой экзамен был. У меня был фиксированный экзамен. В голове отрабатывал все моменты включения поворотников, все моменты, куда как смотреть, какие зеркала. В общем, отрабатывал план действий и запоминал. Потом сидел с закрытыми глазами и представлял, в общем, как я еду эту трассу. Плюс я еще на велосипеде, в общем, целый месяц катался и на всех перекрестках, в общем, визуализировал вот эти вот моменты. Нужно учесть тот факт, что в России получается помеха справа, в Японии помеха слева. Это тоже довольно будет весомо. Нужно к этому готовиться. Плюс вы едете по встречке, и на площадке также будут люди, которые будут сдавать экзамен. Они тоже будут ездить по встречке. И на перекрестках вам нужно будет понимать, кому уступить дорогу и на какую полосу вам перестраиваться в повороте. Итак, далее я бы хотел разобрать на практике, используя видео и, в общем, своими словами рассказать о каких-то моментах. Давайте посмотрим. Перед тем, как вы сядете в машину, нужно посмотреть,
спереди машины, что там нет никаких препятствий. Когда вы садитесь в машину, убедиться, что вы, открывая дверь, никому не мешаете. Down. Затем вы садитесь, настраиваете свое сиденье, Brake check. Accelerator check. Okay. настраиваете центральное зеркало, Rear mirror. а также Check. боковые зеркала. Back check. С вами будет Окей. присутствовать Side как check. инспектор, так и Окей. другие участники, которые Сюда будут бери. сдавать экзамен. Вы Косвенно. пристегиваетесь Косвенно. и убеждаетесь, то, что все Сюда. пристегнуты, как Окей. инспектор, Engine так и start. другие участники. Затем вы включаете двигатель, Okay. ставите передачу, опускаете Right. ручник, включаете поворотник. Side brake. Off. Потом обязательно убедиться, посмотреть во все зеркала и Check. через плечо назад. Check. Это будет Check. особенность всего Check. экзамена. Check. Six check. После того, как вы убедитесь, начинаете движение. Post one. На стоп-линии нужно будет остановиться и подождать 3 секунды. Number one. 1. Остановившись на стоп-линии, вы смотрите, что вы никому не мешаете, отсутствие машин, и обязательно смотрите назад, потому что там могут быть велосипедисты. One more check. Продолжаем движение. Один из самых сложных моментов — это у нас перестроение с One, поворотом. two, three, Вы four, смотрите, включаете поворотник, смотрите по five. зеркалам, Center keep. опять Center включаете keep. поворотник и доезжаете до места поворота. На месте поворота вы останавливаетесь, у вас горит поворотник, вы обязательно осматриваетесь, Check. и только после этого вы продолжаете движение. Go, speed up. Brake, slow down, Дальше у slow нас down, slow обычный down, поворот slow down. направо. Вы Check. включаете поворотник, Check. осматриваетесь, Mirror. видите, что никому не мешаете, One, и two, поворачиваете. three, four. Нужно крутить головой для инспектора, Brake, не brake, забывайте. brake, slow down. Check. Side check. ゆっくり、ゆっくり。Slow, slow, slow. 止まれ、赤。Следующий Red момент stop. очень сильно в японском экзамене отличается. Поворот налево. One, two, Вы three. включаете поворотник, смотрите по зеркалам, как можно ближе приближайтесь к бордюру, чтобы от колеса было не больше полуметра. После того, как вы Check. подъедете, вы Check. останавливаетесь, убеждаетесь в том, что вы никому не Check. мешаете, смотрите One more. назад, Check. чтобы никакой велосипедист Помаре. не залез между вами и бордюром. И поворачивайте так, чтобы ваши колеса Контакт. дальше, чем на полметра, не Контакт. отходили от бордюра. Также наезжать на Окей. бордюр нельзя. 7番、number 7. При езде по прямой Да-да. инспектор будет смотреть, что вы не едете слишком быстро или слишком медленно. Слишком медленная езда тоже будет зачитываться для вас как минус. Дальше следующий поворот налево. Опять же, включайте поворотник, смотрите по сторонам, смотрите через плечо налево, прижимайтесь к бордюру, останавливайтесь, убеждайтесь, что там нет велосипедиста, и, облизывая опять же бордюр, поворачиваете. Контакт. Контакт. Поворот налево в японском экзамене довольно важен. Попрактикуйтесь в этом. Это у нас, опять же, включение поворотника, обзор, приближение к бордюру, опять же, обзор с остановкой. И только после того, как вы убедитесь, вы близко-близко проезжаете рядом с бордюром. На бордюр наезжать нельзя, это минус. Вы из прилегающей территории, ну это довольно просто. Мы останавливаемся или притормаживаем, убеждаемся в отсутствии помех, что мы никому не мешаем, и продолжаем движение с поворотником. Signal right turn. はい Center keep. はい Center keep. Winker 3 check. 1, 2, 3. Stop. Следом идет регулируемый перекресток плюс зебра. Вы смотрите как на светофор, так и на пешеходную дорожку, если кто-нибудь слева-справа. Left turn. はい Итак, начало движения. Okay, Вы check. смотрите Keep обязательно за пешеходами, проверяете, что их нет, и продолжаете движение. check. Right turn. 16. Left turn. Дальше у нас опять езда по прямой плюс поворот налево. 1, 2, 3. Очень сильно заостряет внимание, что вы должны прижиматься как можно ближе к бордюру при повороте налево. Поворотник, осмотрелись, приблизились, остановились, убедились в безопасности, осмотрелись
Все, что я говорю, осмотрелись, это осмотр по зеркалам и по бокам. Через плечо не забывайте обязательно смотреть. За это инспектор не погладит вас по головке, если вы за это забудете. Okay. はい、まっすぐ。Slow down. あそこ、red. На регулируемом перекрестке довольно все просто. Вы ждете, конечно же, свой сигнал. Обязательно при начале движения вы смотрите по сторонам и назад. В случае, если светофор не работает или обычный нерегулируемый, вы опять же убеждаетесь, что у вас нету помехи слева, вы смотрите по сторонам и назад и начинаете движение. Следующий поворот опять же налево. Опять отрабатываете этот момент. Вы прижимаетесь к бордюру, осматриваетесь, останавливаетесь, убеждаетесь в безопасности, поворачиваете. Следующий момент — это змейка с 90-градусными поворотами. Здесь есть несколько моментов. Вы должны понимать габариты машины, не задевать вешки, которые висят, плюс вы не должны наезжать на бордюры. Если вы дотронулись до бордюра, наехали на него, то вы должны остановиться, отъехать назад, скорректировать свой маршрут и продолжить движение. Переезжать через бордюр категорически запрещено, это будет минус. Check. На этом данный экзамен заканчивается. Последнее действие — это заезд на площадку парковки. Вы опять же включаете поворотник, смотрите назад, прижимаетесь к бордюру, притормаживаете, смотрите, что велосипедиста нет, и заезжаете на парковку. Опять же, тут идет акцент о том, что вы должны как можно ближе быть к бордюру. И парковка. Вы включаете поворотник и доезжаете до места парковки. Остановились, выключили поворотник, передачу на паркинг, ручник. Есть очень важный момент на экзамене. Перед тем, как выходить из машины, вы должны все осмотреть вокруг себя, чтобы никому не мешать. Вы должны посмотреть, что никакой велосипедист не будет объезжать вас ни слева, ни справа. И безопасно покидаете автомобиль. Итак, последний момент довольно интересный. Он не описывается вот в этой книжке. В общем, на чем, например, я посыпался на своем экзамене. Я сдал его хоть и с первого раза, но в этой книжке этого момента не было. И когда меня инспектор попросил выйти из машины, я просто вышел, не убедившись в безопасности. Так что на экзамене обязательно обратите на это внимание. Итак, по экзамену несколько моментов. Вы должны запомнить правила посадки в автомобиль и правила, как вы выходите из автомобиля. Плюс маневр на поворот направо или перестроение — это вы включаете поворотник, смотрите по зеркалам центральные, боковые и назад. Поворот налево — вы включаете поворотник, осматриваетесь опять же центральное, боковое, назад, прижимаетесь к бордюру, доезжаете до самого поворота, притормаживаете, опять же осматриваетесь и поворачиваете. Отрабатывайте эти моменты. Надеюсь, у вас все получится. Всем удачи!